Захват в спальне, 30 минут, которые изменили мир. Элитный спецназ США ворвался посреди ночи и вытащил диктатора с женой прямо из кровати, пока российское ПВО позорно спало. Как Трамп превратил поимку целого президента в телешоу и почему разведка Кремля полностью провалилась. Неожиданные и жесткие подробности величайшей спецоперации, удивившей мир. Трамп жестко наказал того, кто отказался от переговоров. В последний момент он молил о пощаде, но решение уже было принято. Смертная казнь для диктатора, президента страны больше нет. Крысы бегут с корабля, а олигархи в панике. Диктаторские режимы в мире трещат по швам. Власти запрашивают переговоры. Сигнал не только для союзников Кремля, вроде Ирана и Беларуси, но и для Путина напрямую. Трамп после успешных атак внезапно заговорил о России. Кто следующий, получит по заслугам. Об этих и других событиях к утру воскресенья 4 января. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. 30 минут именно столько длилась атака США на Венесуэлу, утверждает Associated Press. За это время американцы захватили президента и временно взяли под контроль большую часть столицы. Видео с последствиями ударов показывают, российский БУК ничем не помог и позорно пал в неравном бою. Главу Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес американские военные вытащили прямо из спальни, сообщает CNN со ссылкой на слова двух источников, знакомых ситуации. Собеседники телеканала говорят, что супругов взяли глубокой ночью, когда они спали. Ни разведка Венесуэлы, ни России, ни Ирана, ни Китая ничего не знали. Рейд провело элитное подразделение армии США «Дельта». Операция обошлась почти без потерь со стороны США. Мне военные сказали, что нет ни одной другой страны на земле, которая могла бы проделать такой маневр. Я наблюдал за этим буквально так, как будто смотрел телешоу. Это было потрясающе. У нас несколько раненых, но не было ни одного погибшего. Это действительно удивительно. По словам Трампа, операцию собирались провести еще 4 дня назад, но сделать это не позволили погодные условия. Местонахождение цели отследили агенты ЦРУ, утверждает CNN. Мадуро с женой были доставлены на борт американского военного корабля USS Ива Джима в Карибском море. Далее на самолете его отправили в Нью-Йорк, где в федеральном суде Манхэттена паре предъявят обвинение в наркотерроризме. Вскоре они предстанут перед судом, сообщила генеральный прокурор США Памела Бонди. Николас Мадуро и его жена Силия Флорес обвинены в Южном округе Нью-Йорка. Николас Мадуро обвиняется в сговоре с целью наркотерроризма, сговоре с целью импорта кокаина, владении автоматическим оружием и взрывными устройствами, а также в сговоре с целью хранения автоматического оружия и взрывных устройств против Соединенных Штатов. Вскоре они столкнутся с мощным гневом американского правосудия на американской земле в американских судах. В Южном округе Нью-Йорка, где предположительно будут судить Мадуро за ряд преступлений, связанных с терроризмом, предусмотрена смертная казнь. Хотя Мадуро был захвачен американскими войсками, другие видные члены его правительства, такие как министр внутренних дел Диосдадо Кабельо и министр обороны Владимир Падрино Лопес, остаются на своих должностях. Некоторые союзники в недоумении. Премьер Британии Кир Стармер заявил: Я хочу поговорить с президентом Трампом, хочу поговорить с союзниками. Как я уже сказал, могу быть абсолютно четким. Мы в этом не участвовали. И, как вы знаете, я всегда говорю и искренне считаю, что все должны соблюдать международное право. Но на данном этапе ситуация развивается стремительно. Власти ЕС призвали к сдержанности, но формально не осудили спецоперацию США. Каллас напомнила, что Мадуро не обладает легитимностью. Китай также глубоко потрясен и решительно осуждает удары США по Венесуэле. Однако дальше слов дело не заходит. Нелегитимный президент – легитимная цель. Так можно одним предложением сформулировать обоснование спецоперации США по поимке Николаса Мадуро. Вашингтон выстроил жесткую юридическую логику. Там официально не признавали диктатора президентом. Выборы фальсифицированы, власть узурпирована. Об этом напомнил госсекретарь США Марко Рубио, перепубликовав свой старый пост. Мадуро же в американской трактовке лидер наркокартеля, который наносит вред сотням тысяч граждан США. А поскольку венесуэльские структуры отказались его выдать, США сочли захват единственным законным вариантом.
Интересная формула, позволяющая этот опыт мультиплицировать, в том числе на постсоветском пространстве. Скажем, Лукашенко – глава картеля торговцев людьми, Путин – мафиози, крадущий детей. Впрочем, на следующую цель намекнул сам Трамп в комментарии к каналу Fox News. По его словам, что-то нужно будет делать с Мексикой. Мы можем сделать это снова, и никто не может нас остановить. Нет никого, у кого бы были такие возможности, как у нас. Знаешь, когда я смотрю на эту войну в России, которая идет и идет, и все погибают, это выглядит как... Это примитивно и ужасно. А как вы думаете, продолжение будет и кто следующий? Делитесь версиями. Что дальше с Венесуэлой после ударов США? Американский телеканал CNN выделил 3 базовых варианта развития событий. Первый – формально законный. В случае полного отсутствия президента власть переходит к вице-президенту Делси Родригес. Она обязана в течение 30 дней объявить новые выборы. Победитель получает полный 6-летний мандат. Второй сценарий – крах режима. Ключевые фигуры уходят в отставку или бегут из страны. Переходным лидером может стать Эдмундо Гонсалес, кандидат выборов 2024 года, живущий в изгнании в Испании. Его поддерживает оппозиция и Мария Корина Мачадо. Третий вариант – самый жесткий военный захват власти. Министр обороны Владимир Падрино Лопес уже пообещал сопротивление после американских ударов. Напомним, Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти, и любая эскалация мгновенно бьет по рынкам. Трейдеры закладывают риски сбоев поставок, нефть реагирует ростом, а следом дорожают бензин, транспорт и продукты. От США до Европы регион уже трясет. Колумбия и Бразилия усиливают границы, ожидая волну миграции. На глобальном уровне кризис опасен еще и тем, что ресурсы США распыляются, а значит, внимание и поддержка Украины могут ослабнуть. Но это взгляд пессимистов. Вот другой. События в Венесуэле – кошмар и катастрофа для Кремля. Нерадужные перспективы нарисовал не кто-нибудь, а один из самых богатых, известных и опытных российских олигархов – Олег Дерипаска. Если наши американские партнеры доберутся до нефтяных месторождений Венесуэлы, а до месторождений Гайаны они уже добрались, под их контролем окажется больше половины мировых запасов нефти. И, по-видимому, в их планах следить за тем, чтобы цена нашей нефти не превышалась выше $50 за баррель. А это уже реальный удар по всей нынешней модели российской экономики. О чем умолчал олигарх? Это еще и резкое уменьшение денег, которое можно направить на войну. Самое время напомнить, кем был Мадуро, бывший водитель автобуса, который доехал до кресла диктатора и решил, что это навсегда. В принципе, Мадуро – венесуэльский аналог Медведева. В 2012 году он должен был просто погреть кресло для харизматичного популиста Уго Чавеса, пока тому делали очередную химию. Но операция пошла не по плану. Чавес умер, а Мадуро задержался на троне на 13 лет. Он пел караоке на Гос-ТВ, общался с духами, объявлял экономическое чудо на фоне пустых магазинов и гиперинфляции, пытался водить Трампа за нос разговорами о диалоге, дружил с Путиным и Лукашенко. Нефть в обмен на лесть и антизападные мантры. В итоге оказался в классическом жанре. Много слов, много песен и очень жесткий финал. Показательная история о том, как автобус может заехать слишком далеко, и на одного вечного президента в мире внезапно может стать меньше. Don't worry, be happy. Супруга диктатора, которую американский спецназ захватил вместе с ним, не случайная жертва и не была обычной домохозяйкой. Политическая карьера Сильи Флорес началась гораздо раньше, чем у будущего мужа, который, к слову, на 9 лет младше спутницы. 30 лет назад именно она была адвокатом Уго Чавеса и смогла добиться его освобождения после неудачного госпереворота. После прихода офицера-популиста к власти Флорес получила должность генпрокурора. В прессе писали, что именно она помогла малообразованному и чудаковатому Мадуро приблизиться к Чавесу, а потом взлететь к вершине власти. После невнятной реакции российского МИДа на поимку венесуэльского союзника Кремль после длительной паузы выкатил тяжелую артиллерию. В инфополе ворвался бывший президент Дмитрий Медведев.
Отличный пример миротворчества США. Жесткая военная операция в независимой стране, которая ничем не угрожала штатам. Захват спецназом легально избранного президента с женой. Конечно, все это строго в рамках международного права и национального законодательства по согласованию с Конгрессом. Трампу следовало бы проявить такую активность, как с Венесуэлой, совсем в другом месте. Похоже, Медведев, еще не отошедший окончательно от многодневного празднования, окончательно улетел в космос со своими мечтами. Было бы неплохо, чтобы США атаковали военные базы Бандерастана, а американский спецназ захватил шайку наркоманов на Банковой. Может, пора уже, дядя Сэм? Но в финале своего опуса старый соратник Путина начал трезветь и стал понимать, кому все-таки стоит опасаться американского десанта. Операция в Каракасе стала лучшим доказательством того факта, что любому государству надо максимально укреплять свои вооруженные силы, не позволяя разным богатым наглецам запросто менять конституционный строй в поисках нефти или чего-то иного. Да здравствует ядерное оружие! Да, у лучшего друга Медведева только и остается, что спать в обнимку с черным чемоданчиком. Президент Венесуэлы с неожиданным и нежеланным визитом в США, вице-президент с необъявленным визитом в Москве, заместительница Мадуро Делси Родригес находится в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой сразу на 4 источника. Родригес ранее вышла в эфир государственного ТВ, но не с видео, а с аудиообращением. По Конституции Венесуэлы в случае отсутствия президента власть должна перейти именно к ней, но Родригес может быть за тысячи километров от страны. Кто сейчас реально управляет Венесуэлой? Вопрос остается открытым. МИД РФ заявил, что сообщение о визите Родригес в Москву – это фейки. Ну а как мы с вами знаем, Лавров и Захарова никогда не врут. Еще один диктаторский режим в мире, похоже, разваливается окончательно. Верховный лидер Ирана Али Хаминеи признал, что протесты вызваны реальными проблемами – обвалом реала и ростом цен. Мы должны поговорить с протестующими, они должны поговорить, власти должны поговорить с протестующими, но нет смысла разговаривать с бунтовщиками. Бунтовщиков нужно поставить на место. Протесты идут уже 7-й день, охватили десятки провинций, есть погибшие, сотни арестов и стрельба по людям. Экономика валится, инфляция за 40%, еда подорожала на 70%, базары закрываются. Из США прямые предупреждения, внутри страны крики «Смерть Хаминеи». Это крупнейшее волнение за 3 года. Венесуэльцы празднуют пленение Николаса Мадуро по всему миру, везде, куда им пришлось массово бежать от политического преследования и нищеты. Настоящие гуляния начались в Чили и в американской Флориде. Я очень рад всему, что произошло. Это начало конца диктатуры в Венесуэле. Я хотел бы воспользоваться этой платформой, чтобы поблагодарить президента Трампа, который все это время был на высоте. Сегодня восторжествовала справедливость. Мы хотим вернуться в нашу страну, восстановить ее, двигаться вперед и продолжать быть той силой, которой мы всегда были. Да здравствует Венесуэла! Появились сообщения и о народном празднике в самой Венесуэле, но пока все эти кадры требуют дополнительной верификации. И слово, наконец, взял тот, кто отдал приказ о проведении впечатляющей операции. Дональд Трамп во время продолжительной пресс-конференции заявил, что США не собираются оставлять Венесуэлу на произвол судьбы. Президент заявил, что Соединенные Штаты будут руководить Венесуэлой, пока не завершится переход власти. Мы сделаем народ Венесуэлы богатым, независимым и безопасным. Трамп заявил, что не допустит вмешательства внешних сил, чтобы не вернуться к похожей ситуации. Президент сказал то, что можно описать формулой «можем повторить». Он пообещал, что США при необходимости нанесут повторные удары по военным объектам Венесуэлы, но эти удары будут гораздо мощнее, а с другими шишками режима может случиться то же, что с их предводителем. Между делом Трамп и его команда вспомнили недобрыми словами и о других плохих парнях во всем мире, об Иране, о родине картелей Колумбии и о коммунистической Кубе. И, конечно, не обошлось без упоминания о хозяине Кремля. Я не в восторге от Путина, он убивает много людей.
Трамп добавил, что если бы американские военные вмешались в российско-украинскую войну, она продлилась бы недолго. Интересно, может, когда-нибудь дойдет и до специальной валдайской операции? Как думаете? Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.